Всем привет! Это видео будет очень полезно для владельцев и наездников экскаваторов-погрузчиков Volvo BL71 и BL71B с задними мостами нового образца. Другими словами, с усиленными карреровскими мостами. Если не хотите, чтобы в один прекрасный день отлетело заднее колесо на ходу и не прихватило с собой заднее крыло и еще 150-200 запчастей, то смотрите это видео до конца и делитесь со всеми, кто в этой теме. Вот так бывает. Едет машинист, ничего не подозревая, и вдруг его обгоняет его же колесо. А исход может быть разным. В данном случае один мой хороший товарищ попал в такую неприятную ситуацию. Как итог, повреждение крыла, разбитый корпус бортового редуктора, испорчена ступица. Всему виной беспечность руководства, который считает, что можно и так поработать с подтекающим сальником бортового редуктора. Ну да ладно, что теперь об этом разговаривать. К слову, данная ситуация произошла после сильных морозов, в которые мы все работали. У меня же со ступицы заднего моста экскаватора-погрузчика Volvo BL71B, которую мои зрители прекрасно уже знают, начало подтекать масло. Я сразу понял, что это сальник подтекает. После обнаружения течи масла качал колесо. Ничего подозрительного не обнаружил. А после ситуации с товарищем решил еще раз проверить люфт. Покачал колесо и был неприятно удивлен, когда увидел болтающееся колесо. Проверил вторую сторону. Люфт тоже присутствовал, но в меньшем диапазоне. Естественно, отменил все поездки и работы. К тому же посоветовал другому знакомому проверить данный момент. У него была такая же ситуация, но на одном колесе. Вот как можно объяснить одновременную неисправность на 3 тракторах одновременно? Общее среди них только одно – работали при температуре ниже 35 градусов. Наработка у всех разная, состояние и года тоже. Итак, на следующий день я приступил к разборке заднего моста. На видео видно, какой люфт на колесах был у меня. Снял сначала то колесо, где тек сальник и люфт был больше. Как всегда, у меня условия шикарные. Зима, холод и парковка, так как перегонять я не решился. Очистил место соединения корпуса бортового редуктора с чулком моста, открутил тормозной шланг. Кстати, гайка шланга немного прикипела к фитингу шланга. Я ее намочил ВДшкой, и гайка без проблем открутилась. Чтобы не насорить в шланг и штуцер, закрыл их тканью. После слил масло с моста и приступил к откручиванию болтов крепления корпуса. Болты откручивались впервые, поэтому срывались с места очень тяжело, так как были посажены на заводской фиксатор резьбы. На третьем болту оборвал шестигранник из набора. Но тут ясно, что набор не профи. Потом нашел другой шестигранник на 12 и продолжил откручивать болты. Так как снятие производил один и понимал, что деталька нелегкая, решил перестраховаться и наклонил трактор в сторону снимаемой бортовой, чтобы не так тяжело было опускать редуктор. Просто поднял левый аутриггер до удобного и безопасного расстояния между редуктором и землей. Открутил последний болт, и редуктор без всяких усилий съехал с моста. Я опустил его на землю. Вместе с редуктором снялись с моста и все тормозные диски. Немного вытащилась полуось при снятии редуктора. Я ее установил на место. Теперь я принялся к осмотру и дефектовке. Дабы не перепутать последовательность установки тормозных дисков, я их укладывал, как они были установлены. Конечно, я понимаю, что это не обязательно, но пусть будет так.
Осмотр тормозных дисков показал, что фрикционный материал совершенно не изношен. Выработки на промежуточных стальных дисках абсолютно нет, от слова совсем. Я и раньше слышал, что тормозные диски на данных машинах ходят долго. Замечу, наработка данной машины 11500 мод-часов. Итак, в комплекте 2 диска с фрикционным материалом и 2 стальных. Дойдя до тормозного поршня, я также проверил степень износа. Износа не оказалось. Это была приятная новость. Теперь мне предстояло извлечь тормозной поршень. Для этого я открутил 3 фиксирующих болта под шестигранник. После при помощи 2 отверток, установленных друг напротив друга, извлек поршень из цилиндра. Потом на улице стало темно и холодно, и я перебрался в помещение. К слову, погрузить данную детальку в багажник автомобиля вдвоем достаточно несложно. В ремзоне, да и с помощниками, дело пошло веселее. Для того, чтобы добраться до подшипников, сальника и гайки, нужно было извлечь основание сателлитов. Я посчитал, что снимать сами сателлиты с основания – это лишняя трата времени. Поэтому при помощи разжимных клещей и отверток разжал стопорное кольцо, которое прячется при этом в паз, а помощник вытащил основание сателлитов в сборе. Теперь нам открылся доступ к той самой гайке, которая и зажимает конические подшипники. Дальше произошло то, чего я и опасался. Гайка открутилась от руки, хотя должна быть очень туго затянута. Открутив гайку, я обнаружил достаточно большой износ в том месте, где гайка упирается во внутреннюю линзу подшипника. Резьба гайки и ступицы, конечно, не идеальная, но не совсем конченая. Сорванных витков не было ни на ступице, ни на гайке, но было решено заменить гайку на новую. Вот здесь остановимся и чуть подробнее осветим эти моменты. Представитель компании Carrera нам заявил, что оригинальная гайка закалена и точиться напильником не должна. Мы приобрели 3 гайки, 2 у одного поставщика и 1 у другого. Все 3 гайки поддавались механической обработке напильником, хотя и с разной степенью обработки. Одна чуть более податлива к точению, а 2 других чуть менее. При том, что заводские с 2 тракторов также имели риски при проверке напильником. Поэтому мы посчитали доводы представителя Carrera недостоверными. Также приобрели ступичные подшипники и сальники. Все запчасти приобретались как оригинальный Carrera. Но вот качество проверится в работе. Ценники на запчасти, конечно, не маленькие. Если данная информация кому-то будет нужна, пишите в комментариях. Пока я ездил за запчастями, помощники уже успели извлечь подшипники и сальник. Процесс там несложный. Как и любые подшипники, сбиваются при помощи молотка и проставки. Теперь мы приступили к сборке. На данных ступицах устанавливаются кассетные сальники. Поэтому поставили сальник на ступицу. После сальника на ступицу установили внутреннюю линзу подшипника с обоймой. В корпус установили 2 наружные линзы подшипников. Теперь на ступицу установили корпус бортового редуктора, проставку между подшипниками и вторую внутреннюю линзу подшипника с обоймой. Теперь на резьбу ступицы накрутили новую гайку. Для фиксации затяжки применяли фиксатор резьбы высокой прочности Loctite 270. Для хорошей затяжки гайки ступицу с корпусом установили в диск колеса, лежащего на полу, и предварительно изготовленным ключом затягивали гайку. В ключ просунули лом, на него одели 2 трубы, по одной с каждой стороны. 2 держали колесо от проворачивания, а 2 затягивали ключом гайку. Момент затяжки получился внушительный. Теперь приступили к установке основания сателлитов. Тут хочу кое-что отметить. Основание сателлитов устанавливается на шлицы ступицы, но при этом выполняет еще одну функцию. В нижней части основания имеются 2 выступа, которые входят в пазы гайки, при этом стопорят ее от самопроизвольного отворачивания. Хитрость состоит в том, что основание нужно установить так, чтобы выступы сошлись с пазами гайки. При этом шлицы основания сошлись со шлицами ступицы. Пришлось вынести отметку пазов гайки на корпус редуктора. И после пары попыток получилось совпасть все эти моменты.
Установив основание сателлитов на ступицу, разжали стопорное кольцо и досадили основание. Так как поршень у меня был в экскаваторе-погрузчике, пришлось дальнейшую сборку производить прямо в багажнике автомобиля на парковке. В тормозной цилиндр, коим является корпус редуктора, установил поршень, при этом центровку производил по штифтам. При установке поршня имеется важный момент, о котором нельзя забывать, иначе время и силы будут потрачены зря. Поршень к корпусу крепится при помощи 3 болтов. В сам поршень установлены 3 втулки с зажимными скобами, находящимися под стопорными кольцами. Данный механизм играет роль саморазводящихся тормозов, чтобы поршень в работе не утапливался глубоко в цилиндр, а возвращался лишь на небольшое расстояние. Но при установке поршня необходимо все эти стопорные кольца снять, поршень при помощи бруска и молотка посадить в цилиндр до конца, а скобы данного механизма перевести в среднее положение на втулках. Если этого не сделать, то при сборке диски будут зажатыми и быстро износятся. Затянул 3 стопорных болта с фиксатором резьбы. Теперь предстояла установка данного редуктора на мост и снятие второго редуктора. Так мы и сделали. Установили левую бортовую, я наживил пока на 3 болта. И пока у меня под рукой был помощник, сняли вторую правую бортовую. На этот раз сразу погрузили в машину и повезли в ремзону. К тому же, пока там находился второй экскаватор-погрузчик, а главное его колесо, так как для затяжки гайки оно мне было необходимо. Приехали, выгрузили бортовую, запчасти уже все были в наличии. По накатанной схеме разобрали редуктор, поменяли сальник, подшипники и гайку. Здесь хочу отметить, что на правом бортовом редукторе при разборке также гайка открутилась от руки, но износ торца гайки был значительно меньше. Были предложения затянуть гайку и все, не меняя подшипников, сальника и гайки. Но проанализировав конструкцию, посоветовавшись с знающим в этом вопросе человеком, я пришел к выводу, что в тех случаях, когда люди, не меняя деталей, просто подтягивали гайку, она во всех случаях откручивалась вновь. Объясню, почему гайка ослабевает. Ведь ее затягивали на заводе с нужным моментом. Я думаю так, по мере износа подшипника появляется люфт. Сначала незначительный. Этот люфт разбивает торец гайки и, разумеется, увеличивается еще больше. Ну а дальше как повезет. Имеется связь и с морозными работами. Как мы все знаем, при охлаждении стальной детали уменьшается ее размер. По такому принципу устанавливаются гильзы в двигатель, втулки и так далее. Так вот, при морозных работах момент зажатия подшипников может незначительно уменьшиться и появится микронный люфт. По мере работы этот люфт изнашивает торец гайки и, разумеется, увеличивается. Так можно объяснить появление люфта на 3 машинах одновременно. Поэтому, если затянуть старые подшипники старой гайкой, люфт однозначно будет, так как внутренние линзы и проставка упрутся друг в друга, а микронный износ линз будет давать люфт. Этот люфт обязательно разобьет гайку еще раз, и ситуация повторится. К слову, таким же способом мы перебрали 3 бортовых редуктора. 2 моих и 1 на другой белке. Я установил на второй редуктор поршень по аналогии с левой стороной. И теперь повез устанавливать правый редуктор на мост машины. С помощником мы накинули редуктор, я его наживил. Подтянул равномерно 3 болтами и проверил вращение. Ступица вращалась нормально. И теперь я затягивал крепежные болты с фиксатором резьбы. Затянув все болты, установил тормозной шланг правой стороны на штуцер. Затянул и приступил к левой стороне. Также притянул корпус к мосту 3 болтами и проверил вращение. Ступица также вращалась, а значит была не зажата тормозным поршнем. Также прикрутил все крепежные болты с клеем, затянул с усилием. И оставил мост в покое до утра, так как фиксатор резьбы должен схватиться, иначе если сразу залить в мост масло, весь ремонт псу под хвост из-за спешки.
На следующий день залил масло в задний мост и приступил к прокачиванию тормозов. Кстати, без задних колес это делать намного удобнее. Для этой процедуры мне понадобился помощник. Процесс прокачивания тормозов стандартный, как на любом автомобиле. Помощник накачивает давление масла сначала левой педалью, потом держит нажатой. Я немного откручиваю спускной штуцер и выпускаю воздух из цилиндра. После закручиваю, и помощник снова накачивает давление. Сначала 3-4 таких цикла выполнили при заглушенном двигателе, потом при заведенном, так как при заведенном двигателе в работу вступает гидроусилитель тормозов. В общем, проводим данную операцию до тех пор, пока педаль тормоза не станет жесткой, а из цилиндра перестает выходить воздух. Лично я не использую при прокачивании шлангов. Под ступицу ставлю канистру, а вытекающее масло из спускника стекает в подставленную обрезанную канистру. При откручивании спускного штуцера отлично видно, когда выходит воздух, а когда чистое масло. Итак, когда прокачали левую сторону, перешли на правую. И точно таким же образом прокачали второй цилиндр. Лично я после прокачки второй стороны сделал еще одну пробную прокачку левой стороны, а затем правой, так как масло было густое и в нем могло присутствовать небольшое количество воздуха. По окончанию я насухо вытер обе бортовые и сильным нажатием на обе педали тормоза проверил систему на наличие подтеков. Подтеков не обнаружено. А значит, пора устанавливать колеса. Конечно, одному устанавливать колеса немного тяжеловато. Но так как у меня был очень молодой помощник, пришлось устанавливать одному. Поставил колеса, протянул гайки, проверил уровень масла в КПП. И на этом ремонт был закончен. При первой поездке я периодически останавливался и проверял люфт в задних колесах. Он отсутствовал. Теперь буду еще пристальнее следить за люфтами. А качество запчастей и ремонта проверится со временем. Будем надеяться, что все будет хорошо. Перед проведением ремонта я искал информацию по данным мостам в интернете. Естественно, ничего путного не нашел, поэтому и создал его. Когда вы будете смотреть это видео, не пожалейте лайка, ведь я сделал его для вас, потратил кучу времени, не будьте неблагодарными. Если вам понравилось видео или стало полезным, подписывайтесь на канал, если до сих пор этого не сделали, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем добра, пока!